Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами сегодня на связи мы, трактористы, Нижний Новгород. И у нас сегодня к нам в руки попал трактор Джеймса Бонда. Это Беларус 82.3 в комплектации 007. Красавица, не правда ли? Разгон до 100 за 3,2 секунды. Пуль непробиваемая. Есть несколько фокусов в запасе. Только вчера его сгрузили с машины. Произведен он тоже совсем недавно. Еще тепленький трактор. Давайте пробежимся и посмотрим, какие особенности на нашем канале. Мы уже видели трактор 82.3 в комплектации 006. Это была самая простая комплектация. Это получается у нас самая полная максимальная комплектация, которая может быть для МТЗ 82.3. Давайте начнем с передней части. Давайте с колес, с передних сразу начнем. Итак, у нас спереди стоят колеса 360 на 70 R24. В принципе, тут ничего нового и особенного. У нас эти колеса на балочном мосту и были. Далее у нас впереди груза на 450 килограмм дополнительных грузов. Это хорошо для работы с какими-то тяжелыми орудиями на задней навеске. Это отлично. Так, мост у нас без изменений. Балка. Тут все у нас по-старому. Так, ну и давайте начнем вот отсюда вот так вот перемещаться потихоньку и смотреть. Далее уже откроем капот и переместимся в кабину. Промежутка тут нет. Подвесная промежуточная опора. Здесь у нас выходит уже сразу из корпуса сцепления выходит карданный вал. На передний мост, а-ля как на пятнашке. Также хочется обратить внимание на мокрые тормоза, насколько они больше, чем обычные. То есть у нас обычные тормоза только вот так вот, наверное, идут. По ширине здесь в 2 раза больше. По низу у нас идет проложенные идут шланги, плюс тяги управления реверс-редуктором. В прошлом обзоре говорил и скажу в этом. Вот у нас вот эти вот крышечки. Это очень классная вещь. То есть они с фиксацией. Вот, оп, все зафиксировали. Классная, удобная штука. Не будут засоряться гидровыходы. Здесь у нас идет измененная подушка кабины. Она уже вот тут, видимо, на 3 болта крепится. Прошу прощения, на 3 болта крепится. Кабиник самой и здесь еще. Так, в комплектации 007 у нас идут и груза на задние колеса. У нас получается каждый груз по 20 килограмм. То есть на одном колесе 40, на 2 колесах 80 соответственно. И резина у нас здесь идет 18,4 на R34. Колеса серьезные, взрослые. Зеркала в данной комплектации идут с электрорегулировкой и с подогревом. Там есть в кабине отдельная кнопка для всего этого дела. Зеркала новенькие, со всеми резинками, шайбами. Симметрично. Здесь у нас светодиодные фары. Сверху тоже светодиодная дополнительная оптика. И, наверное, уже пора переходить к светодиодному автопоезду. Он у нас все обычный лампочный. И к светодиодным габариты плюс поворотник. Ну, уже пора. Так как у нас стоит и светодиодная еще мигалка, то вот эти два элемента, они смотрятся здесь как-то очень уж допотопно. Так, пойдемте к задней навеске.
Здесь мы посмотрим, что у нас также светодиодные фонари стоят. Здесь стекла идут у нас с притемнением с небольшим. То есть тут все по ГОСТу, но они не белые прозрачные, а немножко зеленоватым отдает. Вот такая идет окантовочка вокруг задних фонарей, которые тоже пока еще обычные лампочные, но пора бы их делать светодиодными. Ну и задняя навеска. Так, гидровыходы. Здесь у нас вот 3 линии гидровыходов. Это у нас идет слив. Сигнал заднего хода, так как в КПП есть возможность установить эту пикалку. Так, далее у нас идут 2 регулируемых раскоса. Это вот отличительная черта тоже комплектации 007. Далее у нас идут вот такие вот задние ляжки. Это область. Вот. Они идут у нас телескопические, то есть мы их можем выдвигать. И также их можем заменить. В передней части у нас лежит еще один комплект. Стяжки у нас тоже с большим количеством регулировок. Можем поставить плавающее, можем поставить зафиксированное, подпружиненная она. Вот. Она подпружиненная, плюс вот здесь вот можно менять высоту. Это было все на тракторах 900 серии, но это у нас 800 серия, и поэтому здесь это считается такой новиночкой. Здесь у нас получаются дополнительные кронштейны под усилители задней навески, под усиление задней навески. То у нас меняется и вот здесь вот узел, и ставятся дополнительные гидроцилиндры. Баки пластик. Подсветка номера у нас тоже обычная, лампочная. Так, по задней навеске что еще? У нас еще идут в этом моменте такие вот боковины. Сцепное. Такое мощное. Вал отбора мощности. Вал отбора мощности включается с кнопочки. 2 режима работы, 540 и 1000. Дополнительная подножка с этой стороны трактора, но я правда не понимаю, на кой бес она нужна, если ты вот здесь вот не пролезешь. То есть вот рычаги, здесь вот расстояние ладони 20 сантиметров. Как здесь пролазить? Там руль дальше. Не знаю, для чего она нужна, но она есть. Особенность еще это глушитель по сбоку кабины идет наверх. В предыдущих обзорах меня закидали камнями, говорят, что никогда никому это не мешало, а тут вот, ну, на мой взгляд, это удобнее. В передней части ничего не мешает. Ну и новая форма капота, фары. Здесь у нас вот такой рассекатель стоит, когда на высокой скорости, чтобы грязь влево и вправо отлетала. Я думаю, это сделано для этого. По внешке все. То есть у нас отличительная черта — это задние колеса. Это по зеркалам видно, что проводки идут они с подогревом, с регулировкой. На задних колесах груза, дополнительная подножка. Остальное все уже так в деталях. И вот у нас было в комплекте это дополнительные тяги под вторую категорию навески с отверстиями и сцепное устройство. Давайте сейчас откроем капот, посмотрим, что у нас под капотом у данного красавца, и далее будем перемещаться в кабину. Итак, друзья, продолжаем наш обзор. В данной комплектации идет заводской кондиционер. Вот он, компрессор. Сейчас фокус поймаем. Такой установлен компрессор кондиционера. Идет заводской кондиционер. Давайте пробежимся, посмотрим. Так, топливный у нас без каких-либо обозначений. Только у нее идет номер производителя. Производитель так сходу не найду. Так.
Гидробак у нас почему-то покрашен в черный. Ну ладно. Все остальное красное. Каких-то особых изменений здесь мы не видим. Также идет вот уже радиатор кондиционера, радиатор тосола охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера. Здесь у нас бачок тосола, осушитель, управление на рулевое. По идее, так вообще никаких там глобальных или огромных изменений нет. Белорусский генератор. На 2 ручья уже идет привод. Привод генератора двухручьевый. 6 лопастей идет вентилятор. Поскольку у нас здесь установлен кондиционер и впереди место масляного радиатора занял радиатор кондиционера, у нас здесь идет с теплообменником корпус фильтра масляного. Так, воздушный фильтр у нас тут все как было, так и осталось. Снимать поддончик, заливать масло, менять мочалочки. Ресивер аккуратненько тоже тут так встал. Мотор у нас D243S2. Так, друзья, ну и давайте перемещаться в салон. Здесь, как одна из особенностей данной комплектации, по нашей информации, было сиденье Граммер. Хорошее импортное сиденье. В комплектациях попроще был просто Граммер. В комплектации 007, в самой жирной, был Граммер с пневматическое сиденье Граммер с пневмоподкачкой. И каково было наше расстройство, когда мы не обнаружили пневмоподкачки. И походу-то это вообще и не Граммер. Кто это? Что это? Усаживаешься в кресло поудобнее, закрепляешь ноги и... Обалдеть. Посмотрим. У Граммера вот здесь вот или вот в этом ли месте вышито, что это Граммер, это оказался не Граммер и еще без пневматики. Да, сиденье оно неплохое, у него есть 2 подлокотника, мне на нем сидеть удобно, оно такое не мягкое, не жесткое, сидеть на нем удобно, регулировки в принципе все присутствуют, то есть это у нас получается наклон спинки. Здесь у нас жесткость, высота и вперед-назад двигать. Но это очень сильно расстроило и огорчило. То есть это какое-то недопонимание, что ли. Либо, говорят одно, а присылают другое. Так, ну что у нас? Максимальная комплектация внутри. Черная тряпочка. Магнитолы, о них уже не один раз говорили, они скоро, наверное, во всех прям тракторах пойдут. Управление кондиционером. Это у нас зеркала. Здесь у нас подогрев зеркал, омывайка, светотехника. Трубочки, которые конденсат скапывает, аккуратно выведены через кабину. 2 колонки. Беларус Тракторс. Данный трактор у нас оснащен реверс-редуктором. Он установлен вот здесь. В прошлых видео помню комментарии, когда люди говорили о том, что неудобно сюда тянуться. Да, действительно, ты ездишь неудобно постоянно его тут тягать. Можно как-то немножко его удлинить, наверное, чтобы на подлокотнике рука и спокойно переключаешь. Здесь у нас заяц-черепаха. Это режимы ВОМ. Управление гидравликой. Ручной тормоз, коробки скорости передачи. Здесь у нас получается
повышенная или пониженная. Тут у нас идет ручной газ, управление навеской. Вот так вот работает красная индикация, передний мост, блокировка, включение ВОМа. Евровилка, прикуриватель. Ну и зарядка для гаджетов. 2 штуки. 2 USB-A. И кнопка включения массы. Но ей бы было место вот здесь. Дистанционно. Было бы вообще отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас по аккумуляторам. Ага, сейчас. Давайте, если получится у меня сейчас открутить, посмотрим, что у нас, какие аккумуляторы установлены. Так, так. Аккум 6СТ 90 ампер-часов. Ну, обычные аккумуляторы, как аккумуляторы. Здесь абсолютно обычные аккумуляторы. Панель приборов. Сейчас ее включим. Посмотрим на красивую панель. Так, сейчас жалуется на ручник. Данную панель приборов мы уже с вами видели. Ну, давайте посмотрим еще разочек. Здесь у нас настройки. Можно спокойно. Критический режим работы, тестирование, выбор языка. Интервалы ТО, кстати, вот интересно. До ТО 5000 моточасов. Но надо делать ТО-то первое при 30, наверное, моточасах, чтобы заменить масла все. Как тут 5000 на том, что залито с завода проехать, я, если честно, не особо понимаю. Ну и вот основная вся информация, которая у нас выводится. Запас топлива, наработки, обороты, вольтаж. Можно сделать тусклее, можно сделать ярче. Все зависит от времени суток. Так, наработка наша. Вот она. Давление в карабасе, в воздухе. Давление у нас получается вот это в карабасе. Вот это воздух, как у нас давит с другой стороны. Так, как-то здесь можно было, да, менять. Вот еще показатели. Так. А как-то вот этот показатель еще можно заменить? Нет, только поменять цвет. В общем, такая приборная панель. Оп. Все, покидаю трактор. В целом, классный трактор. Крутой, выглядит классно. Комплектация, оснащение, ну, хорошее. Но расстроило вот этот момент, расстроил с пневмосидением. То есть тут не то чтобы граммер пневмосидения, здесь его пневмосидения вообще никакого нет. И это огорчило. В остальном, каждому решать лично, брать такой трактор за эти деньги, которые он сейчас продается, либо не брать, нужен, не нужен, но выглядит современно, выглядит классно. Лично мне нравится. Друзья, всем спасибо за просмотр данного ролика. Всем огромной удачи, крепкого и большого здоровья. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.